Всем большой привет! Меня зовут Тоня, и вы на моем канале Верьемина. Сегодня я подготовила для вас очень эффективную тренировку на бедра. Мы проработаем их со всех сторон к лету. Проработаем и подтянем внутреннюю поверхность бедра, уберем лишний жир. Также внешнюю поверхность бедра — это ушки на бедрах, заднюю поверхность бедра — это зона целлюлита и ягодицы. И, конечно же, переднюю поверхность бедра, чтобы убрать жир над коленями. Очень частая проблема. Перед началом обязательно ставьте лайк под это крутое полезное видео и пишите в комментариях, какая зона бедер у вас самая проблемная: внутренняя, внешняя или какая-нибудь другая. Также хочу напомнить, что YouTube под угрозой, поэтому, чтобы нам с вами не потеряться, подписывайтесь на мои другие соцсети. Это Telegram, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Рутюб. Все ссылки в описании. И также, если вы просто хотите поддержать мой канал, вам нравятся мои тренировки, во время просмотра видео включайте VPN. А лето уже совсем не за горами, поэтому я приглашаю именно тебя в мой марафон похудения к лету. Этот марафон подойдет всем, кто хочет сбросить лишний жир и колоссально преобразить свое тело. Уже все готово, просто нужно следовать моим инструкциям, и результат гарантирован. В марафоне тебя ждут готовое меню из полезных, недорогих продуктов, видеотренировки вместе со мной на все проблемные области, просто уберем жир везде и сделаем красивую фигуру, антицеллюлитный комплекс, видеолекции с очень полезной информацией, никаких фитнес-мифов, поддержка лично от меня и от остальных участниц. Мы как одна большая дружная семья. И, конечно же, за самые крутые результаты денежные призы. Скорее переходи по ссылке в описании. Старт марафона уже 2 мая. Количество мест будет строго ограничен, поэтому успевай. Ну что, граждане, худеющие к лету, поехали, включаю таймер. Первое упражнение — скользящие приседания. Это разминка. Мы с вами разминаемся. Шаг в бок, скользящее приседание, ударяем ногой о другую ногу. Вниз, вверх. Выдох, вдох. Разминаемся, готовим наши суставы и вообще все наше тело к будущей нагрузке. Опускаемся с ровной спиной, анатомически ровной. Ну что, как вообще настроение? На улице светит солнышко. Такое прекрасное, чудесное настроение. Хочется активничать, тренироваться, становиться лучше. Следующее упражнение для нашей разминки — это выпады в бок через круговое движение бедром. Итак, становимся, вокруг нас много места. Круговое движение бедром, широкий шаг в бок и опускаемся в выпад. В облегченном варианте это наклон. Обратно такое же движение. В другую сторону вдох. Выдох, вдох, выдох. Разминаем наши суставы. Отлично! Далее у нас прыгательное упражнение, последнее из разминки. Это прыжки-ножницы. Готовы сжечь калории? Руки за голову, прыжок. Раз, два, другая нога. Меняем ноги. Активно жжем как можно больше калорий, чтобы убрать лишний жир и показать наши красивые ножки. Отлично, молодцы! Переходим к основной части нашей тренировки. Это будут диагональные скручивания. Садимся на пол. Поднимаем руку вверх, разворачиваем носок от себя и поднимаем ногу. Это и следующие 4 упражнения на внутреннюю поверхность бедра. Самая такая у нас зона, где всегда все дрябло, хочется подтянуть, чтобы ноги не терлись друг от друга, чтобы штаны быстро не стирались и вообще, чтобы было не жарко. Выдох, вдох, выдох, вдох. Обязательно разворачиваем носок от себя, потому что если мы повернем носок вот так вот, то у нас будет работать передняя поверхность бедра. Нам этого не нужно. Отлично, остаемся в этом же положении. Будем делать следующее упражнение. Итак, ногу от себя отворачиваем
вверх, вперед, обратно. Раз, два, три, четыре. Обязательно носком от себя, чтобы работала внутренняя поверхность бедра. Ну как, уже чувствуете напряжение? У кого тяжелые ноги? Отлично! И еще одно упражнение на эту же ногу, это лесенка на боку. Поворачиваемся на бок. Итак, немножко ложимся, упираемся на плечо, поднимаем одну ногу вверх, за ней вторую, обратно. Это упражнение одновременно на внутреннюю и на внешнюю поверхность бедра. Не помогаем себе позвоночником, двигаем только бедрами. Отлично! Теперь мы с вами переворачиваемся на другую сторону. Эти 3 упражнения сделаем для другой ноги. Мы же хотим, чтобы у нас 2 ноги были красивые, правильно? Итак, скручивание к пятке, носок от себя. Напрягаем пресс. Кстати, какую еще тренировку сделать, пишите в комментариях. К лету, у кого какие проблемные области. Чувствуем напряжение. Отлично, молодцы. Остаемся в этом же положении. Еще одно упражнение на внутреннюю поверхность бедра. Итак, носок от себя. Раз, два, три. Вернулись. Кто там хочет бросить ногу? Нельзя? Нет? Еще рано? Еще немножко? А вы как думали, красивые ножки на дереве растут? Так не бывает. Итак, далее лесенка. Опускаемся вниз, ложимся на бок. Правую ногу вверх, левую и обратно. У нас получается лесенка. Раз, два, три, четыре. Не торопитесь, дайте мышцам поработать, чтобы они окрепли, стали сильнее. Чтобы убрать эту дряблую желешку с внутренней поверхности бедра. Отлично! Заключительное упражнение для внутренних бедер – это разведение ног лежа. Ложимся на спину. Прижимаем поясницу к полу, ноги вверх. В этом положении разводим ноги в стороны, вдох. На выдохе соединяем обратно. Самое важное тут прижимать поясницу к полу. У нас еще работают мышцы пресса и внутренняя поверхность бедра. Вдох, расслабляемся, растягиваем мышцы. Выдох, сокращаем мышцы. Отлично, молодцы, встаем. Вы просто потрясающие. Следующее упражнение – это выпады назад и по диагонали. Это упражнение на заднюю и переднюю поверхность бедра. Итак, выпад назад, затем по диагонали. Больше чувствуем ягодицу. Назад, по диагонали. Если у вас есть фитнес-резинка или гантель, можно взять для дополнительного эффекта. Выталкиваем себя вверх, ягодицы, прям чувствуем напряжение. Вверх, вверх, вверх.
Очень важно, чтобы вы мозгом контролировали ваши мышцы, чтобы вы понимали, что вы делаете. Итак, молодцы. Далее нам нужно сделать то же самое в другую сторону. Переворачиваемся. Поехали. Выпад назад по диагонали. Отлично. Ловим баланс. Напрягаем ягодицы. Сейчас у нас работает одна из самых проблемных зон. Это зона целлюлита. Здесь постоянно скапливается целлюлит. Нам, женщинам, очень тяжело его убрать. Поэтому нужно регулярно тренироваться. И еще круто делать массаж. Также чувствуем, как у нас болит передняя поверхность бедра. Это тоже отлично. Кого там беспокоит жир над коленями? Итак, переходим к следующему упражнению. Это боковая полупланка. Итак, принимаем положение боковой полупланки. Выполняем мах ногой, внешняя поверхность бедра. Скручиваемся. Мах, скручивание. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Не торопитесь. Супер! Нам нужно сделать то же самое в другую сторону. Почувствовали напряжение? Если нет, то берите фитнес-резинку, делайте все с фитнес-резинкой. Итак, мах, скручивание. Напрягаем мышцы пресса заодно, поработаем и с ними. Наверное, это самая летняя тренировка. Сразу прокачиваем и ноги, и живот. Супер! Вы замечательные, вы просто герои! Мы переходим к следующему упражнению. Это приседание с разведением ног. Итак, опускаемся в приседание с ровной спиной. В этом положении разводим ноги 2 раза и поднимаемся вверх, напрягая ягодицы. Вдох, раз, два, выдох. Вдох, раз, два, выдох. Это упражнение у нас на заднюю и внешнюю поверхность бедра. Отлично! Вот так быстро пролетело время. Следующее упражнение. Выпад назад и мах назад. Широкий шаг назад. В этом же положении выполняем мах. Обратите внимание, спина ровная, напрягается ягодица. Ловим баланс. Возвращаемся. Выпад, мах, обратно. Ягодицу пробивает просто на ура, а также всю заднюю поверхность бедра, то есть зону целлюлита. Супер! И снова очень быстро пролетело время. Переворачиваемся на другую сторону. Готовы? Итак, выпад, мах, вернулись. Вдох, выдох. Обратите внимание, когда выполняем мах, спина ровная, и у нас напрягается ягодица той ноги, которая выполняет мах. Это ее прямое назначение, ягодичной мышцы. Поэтому держим это в голове и чувствуем работу мышц. Супер! Потрясающе! Вы большущие молодцы! Переходим к следующему упражнению. Это плие статическое с подъемом на носке. Ноги пошире, носки врозь. Опускаемся в плие. Колени не заваливаем внутрь, наоборот. Раз, два. Раз, два. Выполняем упражнение. Стараемся держать себя как можно ниже,
чтобы у нас работали мышцы ягодиц, задней и внутренней поверхности бедра. Если совсем устали, больше не можете держаться, можно встать ненадолго, отдохнуть и снова вниз. Супер, это было легко. Переходим к следующему упражнению. Приседание и выпад назад. Становимся прямо. Итак, выполняем приседание, затем выпад правой ногой назад. Вернулись. Приседание, снова правой ногой. Вдох, выдох, вдох, выдох. Не торопитесь. Чувствуйте, как работают мышцы. Спина ровная. Колени внутрь не заваливаем. Когда опускаемся в выпад, следим за линией бедра, чтобы у вас таз как-нибудь вот так вот не перекашивался. Обязательно следите, чтобы линия была параллельно полу. Отлично. Далее у нас активное упражнение. Прыжки с приседанием и крестик. Итак, приседание, прыжок, крестик. Приседание, крестик. Выполняем активно, дышим ровно. Гоняем калории, становимся лучше. Прыжки, кстати, одно из самых лучших упражнений для ног. Супер! Вау! Молодцы! На таких уставших ногах еще и прыгали, умнички! Далее приседания, выпады в другую сторону. Итак, приседание, вдох. Встаем. Мы делали выпад правой ногой, теперь делаем левой. Выдох. Вдох. Выдох. Снова обращаем внимание на линию таза, чтобы он не перекашивался. Также проверяем, чтобы колено смотрело туда же, куда и носок. Отлично, ну что, как там ваши ножки поживают? Мои уже все чувствуют. Итак, далее перекаты в боковом выпаде. Ноги пошире, носки врозь. Опускаемся в боковой выпад. Перекатываемся по низу, напрягаем мышцы. Ногу на носочек. Обратно носочек. Чем ниже мы скользим, тем лучше. Тем лучше работают мышцы. Обязательно следите за тем, чтобы спина оставалась ровной. Именно анатомически, не вот так вот, а как она должна быть по природе. Супер, ну молодцы, ну что, вообще, даже нечего сказать. Нет слов, какие вы умнички. Далее, приседания двойные. Широкая постановка ног, почти как плие. Колени врозь. Выпрыгиваем с узкой постановкой ног для передней поверхности бедра. Широкая, передняя. Это упражнение вообще суперское. Сразу все бедра со всех сторон прокачивает. Такой момент. Когда встаем из приседания, не сводите колени. Наоборот, колени в стороны. Для лучшей работы ягодиц и безопасности колен. Последнее упражнение. Пружинка. Ложимся на пол. Верхнюю ногу перед собой. Нижнюю вытягиваем. Выполняем пружинку. Ногу на пол не кладем. Это упражнение для внутренней поверхности бедра. Так сказать, добьем ее напоследочек. Чувствуем именно работу мышц внутренней поверхности бедра. Постарайтесь проанализировать, какие мышцы у вас напрягаются. Это вам очень поможет. Так и должно быть. Вы должны понимать, что вы делаете. Только тогда вы получите действительно стоящий эффект. А иначе это просто дрыгание руками-ногами. Отлично. Переворачиваемся. Напоминаю, что это последнее упражнение. Далее у нас будет растяжка. Очень приятная. Пружинка.
Напрягаем внутреннюю поверхность бедра. Старайтесь каждый мах делать осознанно. Сокращаю мышцу. Можно делать, кстати, медленнее, так будет еще труднее. Попробуйте. Отлично, ну что за молодцы! Далее мы переходим к приятной растяжке. Принимаем положение выпада. Правую ногу вперед, левую положили. Наклоняемся вперед, чувствуем, как тянется передняя поверхность бедра и задняя. Далее мы с вами перекатываемся в обратное положение и с ровной спиной поясницу не скругляем. Стараемся нагнуться вперед. Можно слегка согнуть ногу в коленях, потому что мы тут с вами не гимнасты. Возвращаемся. Передняя поверхность бедра тянемся. Задняя поверхность бедра тянемся. Чередуем, чтобы проработать сразу ноги со всех сторон. Отлично, теперь меняем сторону. Теперь левую ногу вперед. Тянемся, передняя поверхность бедра. Все с ровной спиной. Задняя поверхность бедра. Почувствуйте, как у вас напрягаются мышцы. Поясница прямая, скруглять ее не надо. Наклон совсем небольшой. Никто не ждет от вас сейчас каких-то выдающихся гимнастических успехов. Мы делаем растяжку для здоровья, а не для того, чтобы кого-то удивить. Поэтому через боль не тянемся. Отлично, встаем. Далее давайте с вами сделаем наклоны. Это очень круто для задней поверхности бедра. Просто потрясающе. Итак, встаем. Ноги пошире, с ровной спиной. Обязательно наклоняемся в одну сторону. Низко не получится. Вот так вот у вас получится, только если вы согнете спину. Этого делать нельзя. Посередине, с прямой спиной обязательно. Можно слегка согнуть ноги в коленях. Посередине и влево. Прямо. Вправо, во все стороны. Обязательно с ровной спиной. Супер, молодцы! Последнее упражнение бабочка. Садимся на пол. Очень крутое для внутренней поверхности бедра. Соединяем стопы и выполняем махи ногами, как будто крылья бабочки. Чувствуем, как у нас работает внутренняя поверхность бедра. Спину держим ровно. Опять же, вот так вот не скругляемся. Наоборот. Расправили грудь. Гордая бабочка. Еще. Очень полезное упражнение, особенно для здоровья мочеполовой системы. Как у мужчин, так и у женщин. Отлично, предлагаю сделать еще одно последнее расслабляющее упражнение. Это лягушка. Ставим колени пошире и двигаемся назад, вперед, назад, вперед. Это увеличивает питание тазобедренных суставов, разгоняет кровь в малом тазу и тоже очень классно для мужского и женского здоровья. Ну и, конечно же, улучшает растяжку. Старайтесь также двигаться вперед-назад с ровной спиной. Если вас интересует полноценная растяжка, то переходите по подсказке, там вы найдете полноценную йога-тренировку для расслабления. И мы с вами закончили эту тренировку. Похлопаем себе! Вы молодцы! Ну что, мы с вами сделали просто потрясающую тренировку. Я уверена, что ваши бедра горят, что вы очень хорошо попотели. Это замечательно. Для самого крутого результата выполняйте 2 таких круга. Либо, если вам скучно заниматься по одной тренировке, заходите на мой канал, выбирайте любую другую. Старайтесь заниматься как можно больше, тогда ваш результат будет быстрее и качественнее. Мы с вами встречаемся, как всегда, на следующей тренировке. Пока!